Привет, дорогие друзья! Рад всех видеть на своем канале. Меня зовут Егор. Начну это видео с очень приятной новости. В этом году мой канал номинировали на премию «Лучший DIY-блогер». Друзья, эта награда, это призовое место будет зависеть только от вас. Но я надеюсь, что вы меня поддержите, друзья, и мы возьмем точно какое-нибудь хорошее призовое место. Чтобы побороться и занять призовое место в номинации «Лучший DIY-блогер», нужно всего лишь перейти по ссылке, среди всех участников найти мой канал и нажать кнопку «Проголосовать», друзья. Всем приятного просмотра. Неделю у нас были проливные дожди. Земляночку так нормально промочило, ну вот хотя нижние венцы более-менее сухие. Сегодня я хочу закрыть крышу. Вот у меня здесь есть немножко бревен, остатков. И, друзья, вот стопка досок. Доски мы эти заносили в прошлые выходные. И, друзья, это было на самом деле очень даже и непросто сделать. Подъехать до этого места на машине просто нереально. И эти доски мы таскали. Таскали, получается, очень большое расстояние. Ходили, я не знаю, если не соврать, раз 50, наверное. Получается, брали мы по 4 доски, несли в одно место, оставляли в одном месте, возвращались, перетаскивали до этого места, потом с этого места в другое. И вот так постепенно мы притащили такую пачку. В этой пачке около 44 штук досок. И этих досок хватит всего лишь, чтобы закрыть общую часть землянки, то есть это от этого бревна и до этого. Вот, остальные доски будем уже заготавливать позже. Скорее всего, я буду делать их при помощи бензопилы, и нужно будет закрыть, ну так скажем, вот эту часть, эту крылечко и вот тут. Вчера ночью был такой хороший ураган с ливнем. Сегодня дождя нет, но очень хороший ветер. Прям нормальный такой. Вот я уже кладу первое бревно. Оно у меня будет сейчас в нижнюю чашу, так как вот эту сверху я пилить не хочу, чтобы ее не ослаблять, потому что здесь будет крыша и будет тоже хорошая нагрузка на нее. Вот это бревно в верхнюю чашу, то есть вот оно будет выпиливаться. И следующие у меня будут бревна, они будут только с пазом, и их буду закреплять нагелями.
Спичку не засунешь. Идеально, вообще прям лежит как надо. 2 бревна я положил. Это у меня бревно лежит, прям даже не подгонял его. Вот это немного пришлось подчесать, и тоже хорошо лежит. По мне так, я вот привык рубить больше в нижнюю чашу. Мне как-то быстрее получается, вот, чем нежели верхнюю. Ну вот так вот. Эти 2 бревна у меня сейчас пойдут на мох. Сейчас мне нужно будет отметить центр вот от этого и того бревна, чтобы я потом мог разметить, получается, конек сам, чтобы у меня по центру был. И все, не знаю, вот сколько тут, ну, бревна 3-4 положу, и потом можно, в принципе, уже класть длинное бревно, и оно у меня будет завершением. Сегодня я с собой взял ружье. До этого момента я его с собой не носил. Не носил по причине охотничьих суеверий, если вы понимаете, о чем я, друзья. Шутки шутками, но последние кадры с фотоловушки показали, что у нас здесь объявились волки. Сперва на фотоловушке показался один волк, и немного вглядевшись, вдали я еще увидел второго волка. Вот. Чтобы как-то себя обезопасить, теперь буду носить с собой ружье. Пока сезон охоты открыт, ружье буду с собой брать. Сейчас уже глубокая осень, еще чуть-чуть, и медведи уйдут в спячку. Вот. Но волки у нас останутся, поэтому нужно быть аккуратнее. Все до этого момента как-то не верил, что они у нас есть. Но последние года зимой у нас охотники с егерями делают облаву, и каждый раз добывают очень хороших трофейных матерых волков. Вот. А раньше, вот если сравнивать начало моего стажа охоты, их еще не было. И по чуть-чуть все-таки волки мигрируют. И начинают они у нас тут останавливаться, давать потомство. Поэтому, в общем, друзья, надо быть востро и быть аккуратней с этим. Это у меня центр моей землянки. Вот от этой черточки я буду делать конек. Вот. Карандаш бы у меня бы стерся, либо мхом заложился. А черточка от пилы, ее точно не потеряешь. Вот от этого буду размечаться потом, чтобы у меня крыша моя была ровно треугольником. Сегодня себе чай навел очень сладким. Нужно разбавить немножко его.
Первое бревно у меня закреплено. Забил я его на 3 нагеля. И вот у меня как сидит с этим. Даже это бревно шатается, а это намертво сидит. Все, сейчас перехожу на ту сторону. И все таким же способом. Только вот неудобно одному вот эти бревна фиксировать. Соскальзывают они то в эту, то в ту сторону. Ну вот так вот. Сколько здесь вот надо рядов? Где-то 4, я думаю, таких бревнышек. И все. На сегодня уже 6-е бревно. Вот, чтобы оно не плясало, также скрепляю ее скобами с обеих сторон. Все, вот она лежит на пазу. Сверлю под нагиля. И что получается? Еще, наверное, 2 бревнышка придется сюда, или даже 3. Кадров, друзья, нет. Фотолушку все залило. Камера потеет. Наверное, надо перевесить. Осталось, друзья, положить еще 2 бревна, и потом нужно будет выйти подыскать хорошее толстое бревно. Оно у нас уже пойдет наверх. Его нужно покрепче, чтобы зимой, когда была нагрузка от снега, у нас, друзья, бревно это не сломалось. Надо будет подыскать хорошее, крепкое, толстое, наверное, потолще, чем которые сейчас у нас установлены. И все потом уже можно будет расчерчивать и спиливать скат. Ну и там буквально, я думаю, недолго, и уже земляночка у нас, крыша зашьется.
Следующим этапом, после того, как я закрою общую часть землянки, наверное, я буду допиливать доски, чтобы полностью закрыть крышу. То есть это вот этот самый маленький навесик, там буквально 1,5 метра, даже метр. Вот. Заготовка досок происходит не быстро, наверное, времени уйдет у меня порядочно. Осталось найти где-нибудь хорошую толстую елку, либо сосну и, ну как, распустить ее на обрезную доску, а может быть на необрезную. Тут, в принципе, под навесиком не так важно, наверное, не будет необрезная доска. А потом уже буду заниматься полом. Там и глядишь, уже будет снег, можно будет выехать на снегоходе, что-то подвести, привезти нужно печку сюда. Тащить я ее точно не хочу, потому что на весе очень приличная. Наверное, буду уже завозить по первому снегу. Чайник скипел. Тягать бревно длиной 4,5 метра, это надо обладать прям, не знаю, богатырской силой. Благо лес сырой, и бревно очень хорошо катится по остальным бревнам. Ура, дорогие друзья! Крышу я распилил, аккумулятор вот прям вот чуть-чуть и еще он бы закончился. Фу, вроде бы что такого пилить, а устаешь, как, не знаю, тащишь ты будто что-то. О, ну все, сейчас дело за досками. Досками быстро обошьется. Ура! Блин, я уже думал, аккумулятор сядет, все. На следующий раз, что ли, оставлять. Так не хотелось, но благо это на последнем издохе смог распилить. Крайнюю доску я посадил на мох.
Вот здесь у меня будет джут. Я его сложу в 2 слоя, то есть пополам загну, и вот его сюда. То есть у меня соприкосновение доски со срубом будет через джут. Крыша готова, все доски здесь использованы. Буквально, друзья, вот, ну, по метру с каждой стороны осталось еще не доложены досками. Эти доски я буду пилить. Вот, ну, вот так получается. Смотрите, здесь я закрыл тоже выступ, чтобы дождь косой не мочил. Ну, вот такая крыша. Здесь сейчас пройду пилой. Вроде бы заряд еще в ней есть. И нужно вот тут сравнять. И все. Остается за малым расстелить рубероид. Вот такие, друзья, у нас дела. Вот это равнять не буду. Пусть так и рубероидом постелю. Ничего, в общем, страшного. Ну и такой навесик тут получается. На крышу я принес 2 рулона рубероида. Здесь в пачке 15 квадратов. А вся площадь, получается, крыши 18 квадратов. Поэтому полтора должно уйти. Вот так. Эту сторону закрывать я не буду. То есть до сюда только.
Потом, когда доски оставшиеся я прибью, ну и тут дозакрою. В общем, не буду прибивать сюда эту, как ее называют, наверх, чтобы рубероид от ветра не гулял. Дело дошло до рубероида и начал идти дождик. Можно сказать, вовремя. Рубероид я прихватываю на степлер. Вот, а потом буду эти прибивать сюда доски, чтобы рубероид не гулял. Ну что, друзья, сзади меня стоит уже готовая крыша, ну практически готовая. Осталось тут немножечко буквально докрыть. И вот так вот. Я, в принципе, на сегодня уложился. Сейчас уже начнет темнеть. Вот уже даже дождик меня подгоняет. Ну вот так вот. Землянка у нас под крышей. До снега я успел. Теперь осталось за малым. Уже, в принципе, можно там основные внутренние дела делать. Ну вот так вот. Ушло у меня, да, действительно полтора рулона рубероида. Вот эту часть я не закрыл, не прибил доской, потому что у меня будет еще печка здесь, и это нужно будет все равно раскатывать, чтобы лишний раз рубероид не дырявить. Вот так решил. Вот печку, наверное, я уже буду завозить сюда по снегу. Вот тащить я ее на себе не хочу, потому что очень тяжелая, да и труба там тоже будет прилично таки весить. Ну вот так вот. Вроде бы успел на сегодня. Уже даже очень тяжело дышать было, потому что скорее прибивал доски. Вот так вот. Сейчас мне еще нужно будет
до машины топать. Надеюсь, силы-то у меня останутся. Ну что, давайте пройдем внутрь, покажу вам. А внутри, друзья, выглядит вот так. Пахнет свежей доской, пахнет сосной. Прохладненько здесь. Мох сырой, дождик его вымочил. Всю неделю у нас тут дожди были. Ну ничего, главное, теперь у нас землянка под землей, говорю, под крышей. Сейчас тут ничего мочить не будет. Ну вот, осталось убрать вот этот весь мусор. Начать пол делать. Возможно, думаю, начать делать вот эту половину пола, чтобы уже можно было поставить печку. И чтобы печка уже стояла на полу, чтобы ее лишний раз потом не двигать. Вот как-то так. Печка у меня будет железная. Вот тут буду еще выпиливать. Так что вот так. Получилось внутри даже очень и симпатично. Высокая. Да, пол будет нормально. В общем, головой биться точно не буду. Думал, что здесь у меня будет местечко, куда можно будет положить какие-нибудь, не знаю, вещи, но нет. Да даже и на самом деле это хорошо, что так. Вот так вот. Дверь еще нужно будет выпиливать. В общем, еще дел много, но главное у нас все. Землянка под крышей стоит. Я уже весь в попыхах. Много чего не снимал, потому что некогда. Надо быстрее доделывать и бежать. Боюсь-то я, что не успею до темна, но вот успел. Поэтому и не снимал. Даже последнее бревно очень хорошо легло. Чаша ровная, на мхе все. С этой стороны также. Вот такой тамбур. Ой, когда уже я выпилю. И у нас такие будут сени. То есть можно будет выйти и не бояться, что замочит тебя дождем. Получается, здесь у меня будет небольшой тамбур. Многие говорили его удлинить, но считаю, этого достаточно. Не надо туда дальше. Это сколько досок только пилить, время уйдет. Нормально вот так. Кстати, уже начал было класть матницу. И, друзья, получилось так, что последний ряд, вот, который я устанавливал на эту стену и на ту, был лишний. Скат получился очень острый, и вот эти бревна, они у меня были короткие. Если бы я их выпилил, у меня были бы большие отверстия. Поэтому пришлось одно бревно убрать, один ряд убрать и положить уже так. Вот. Крыша выпилилась нормально. В принципе, все хорошо. Изначально я хотел крышу делать из 25-ки, пологую, чтобы можно было еще сверху накидать земли и тем самым обеспечить лучшую теплоотдачу, теплозащиту в землянке. Вот. Но приезжали вот парни в прошлые выходные. С ними мы побеседовали, поболтали и пришел к выводу, что этой 25-ки было бы очень мало для такой крыши. Это, во-первых, большой слой песка, во-вторых, большой слой снега зимой, и 25-ка, она бы просто бы, ну, пологая крыша бы из 25-ки она не выдержала. Поэтому напилили мне 35 миллиметров доску, и скат получился у меня более-менее острый. Но если бы был бы еще бы один ряд, то еще бы острее было. В принципе, этого тоже достаточно. Крыша не слишком пологая, нормально, снег будет съезжать. Вот, тем самым у нас большой нагрузки на доски не будут. Доска хорошая, массивная. В общем, все зимы она точно выдержит. Как-то вот так, друзья. Все, я буду собираться, уже все темно. Вот такая серия. Все-таки я успел, блин. Как я боялся, что сегодня я ничего не успею. Пила еще уже под конец начала садиться. Думаю, ну все, точно приехали. Нет, все хватило. На этом, пожалуй, все. Большое спасибо, что вы оставались со мной. Пишите, пожалуйста, советуйте. Почему-то очень мало комментариев. Прямо иногда приходится и вытягивать. Хотя, может быть, и у многих есть и хорошие дельные советы. Вот. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Прошу вас поддержать меня на конкурсе «Лучший DIY блогер». Будем пытать удачу, будем завоевывать призовые места.
Увидимся с вами в следующей серии. С вами был Егор, и всем пока. До новых встреч.